Так, всем привет, здравствуйте. Рад всех видеть, рад всех приветствовать. У нас сегодня очередная лекция по значениям старших арканов, по символике, по мифологии, скажем так. Вы уже к ним привыкли, к этим лекциям, я подозреваю. Так, надеюсь, они кому-то полезны, кому-то нравятся. Рад всех приветствовать. Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в чатик, как слышимость на прямом эфире, как видимость, все ли видно, все ли слышно. Как всегда, все должно быть хорошо. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Прокомментируйте, пожалуйста, в чатик, дайте обратную связь. Здравствуйте, рад всех приветствовать. Завсегда-то, да, вижу уже людей. Здравствуйте. Так. Привет, Таня. Здравствуйте. Из Беларуси пишут, уже видно. Видно, слышно очень хорошо. Отлично. Добрый вечер. Всех еще раз приветствую. И всех, кто смотрит в прямом эфире меня, и всех, кто смотрит в записи. На самом деле не так уж и важно, как смотреть в прямом эфире, либо в записи. В записи даже, наверное, удобнее, потому что можно перематывать потом, да, смотреть, пересматривать. Отвечая на вопрос, у меня опять спрашивали про конспект, да, не обязательно, не нужно вести конспект, да, просто потому, что это будет несколько бесполезно, как говорил учитель Кастанеды, Дон Хуан, да, что все это глупости, все эти ваши книжечки, все это ерунда. Настоящий маг должен видеть все своими собственными глазами, думать своей собственной головой, все понимать, чувствовать, слышать. А все, что написано в книжках, это такое, это чужие слова, чужое, да? Поэтому даже если вы пишете, вы как-то мои ощущения все равно перерабатываете в свои собственные слова, то есть все равно немного искажается, потому как слово, оно многогранное, а я в своих лекциях пытаюсь дать вам все-таки ощущение карт Таро, потому как карты Таро, в отличие от астрологии, это инструмент больше интуитивный, более глубинный, скажем так. Карты Таро, конечно, можно и нужно понимать головой, потому как это все-таки источник информации, вот, но в большей мере я бы стал полагаться все-таки на интуитивное видение карт. Вот, пожалуйста, можно микрофон поближе. По громкости вроде все должно быть хорошо. Но давайте чуть-чуть добавлю. Вот так вот. Вот так получше будет, да? Звука добавил. Если у вас со звуком что-то не очень, попробуйте сначала на своем устройстве звук наладить. У нас вроде звук всегда хорош. Должен быть хорошим. Хорошо. Звук тихий. Ага, я понял. Все, я уже добавил. Спасибо. Спасибо за то, что... Вот лучше. Отличненько. Отлично. Да, хорошо. Ну что ж. Вот все уже так привыкли к хорошему звуку, да, что стоит чуть-чуть потише сделать, уже как бы, что-то не то. Отлично. Хорошо, я рад. Ну что, долго ходить вокруг да около не будем, да. Единственный момент, только я расскажу новости о группе, в которой у нас начнется обучение, буквально 2 июня. Да, я набрал уже группу, на предыдущем ролике на канале есть объявление о наборе в группу, о том, что происходит, да. Как там будет происходить обучение? Обучение в малых группах по 5 человек. Обе группы уже сформированы, и утренняя, и вечерняя. Те, кто не успел, очень жаль, но вы пишите в WhatsAppчик, да, контакты есть в описании к этому видео. Я вас запишу в лист ожидания, и в следующую группу обязательно мы с вами поработаем. Вот, кому интересно, что за группы такие, есть видео на YouTube, буквально на прошлой неделе вышло, да, о начале курса обучения. Вот, это такие новости. 2 числа мы стартуем, группы набраны, буквально завтра я свяжусь со всеми участниками групп. Уже даже сформировал 2 группы, утренняя, вечерняя, это я уже говорил. Завтра, собственно, мы будем с вами связываться и общаться с каждым индивидуально по поводу того, как там у нас дальше будет проходить обучение. Отлично. Вот, собственно, все, что хотел рассказать по новостям, да. Что еще? Погоды у нас стоят хорошие, поэтому об этом говорить не будем. Сегодня будем говорить о старшем аркане Отшельник. Да, вроде бы легкая карта.
такая, на первый взгляд она простенькая, ну тут все понятно, да, человек, отшельник, значит он один, да, все, значит как бы в любви это расставание, человек затворник такой, необщительный и прочее, прочее. На самом деле все гораздо глубже, несколько сложнее, несколько объемнее, но как всегда в картах Таро, да, не бывает такого, чтобы одно значение было таким вот раз и все, да, и ты сразу все понял. Дело в том, что даже если взять старшие арканы это, скажем так, философский взгляд на мир, на нашу систему, да, так как это видели средневековые люди, люди эпохи Возрождения, да, основано это видение на древнегреческих, древнеримских, древнешумерских верованиях, древнеегипетских, само собой. То есть такая вот квинтэссенция, можно сказать, европейского взгляда на существование человека в этом мире в большом. Вот. Можно даже сказать общеевропейская, потому как тут присутствует у нас и скандинавская символика тоже, и германская, и скандинавская, только, то есть не только теплые страны поучаствовали в этом формировании, но и германцы со скандинавами, собственно, тоже очень ловко в него внесли свою лепту. Сегодня это будет отчетливо видно, потому как отшельник — это карта, которая, ну, не то чтобы единственная карта, в которой рисовали Бога, да? Но тут явный намек на одного вполне конкретного бога, на одно вполне конкретное божество, а именно Одина. Скандинавское божество, всеотец, да, отец всего, всего такого прочего. Так, видео ухудшилось, у нас все нормально идет. У меня все хорошо идет, если что-то не так, просто перезагрузить страничку, да, еще раз. Вот, и все должно пойти хорошо. Либо у вас какие-то проблемы с этим самым, с вашим интернетом, так как у нас в Польше тут с интернетом все окей. Может, у вас там Роскомнадзор опять начал что-то замедлять, что, кстати, вполне может быть. Вроде какие-то новости такие есть, но я надеюсь, эти новости мимо нас пройдут. Хорошо, давайте мы от ваших Роскомнадзоров вернемся к нашим богам, к нашей мифологии, к картам Таро, к Одину. Неужели сам Один? Именно он. Ну, как бы, тут у нас-то уже были боги, да, боги, богини. У нас был и Гермес, в частности, Гермес Трисмегист в виде Иерофанта, да, как учитель, маг-учитель. У нас был, собственно, Гермес как маг, собственно, деятель, но эта карта все-таки ближе, я про мага говорю, карта ближе к Афине и к Марсу. Ну, это скорее такая мирная деятельность, да. У нас тут вообще, в принципе, сон божеств, да. Та же самая Афродита со своим мужем Гефестом, да. Вот, так что богов у нас тут хватало. Тут у нас как бы главный скандинавский бог. Я бы не сказал, что он главный, скорее он всеотец. В селе Диоген. Диоген, да, конечно. И Диоген, в том числе про Диогена мы тоже сегодня поговорим. Вот. Один, он у нас, товарищ, всеотец всего. Он не то чтобы создатель, но он как бы создатель, да, но он такой, это образ отца. Не отец создал мир, скорее мир создал отца, который всем этим потом управляет, создает правила. Ну, это уже, скажем так, глубокая философия. Об этом мы поговорим на следующей лекции, где мы отшельника будем разбирать так более свободно, более философично. Пока у нас по истории и карты, и по символике, да? Ну, если брать соответствие астрологические, то у нас, конечно, 6-й дом. Почему не Велес? Потому как я со славянскими богами так, мне не очень интересны славянские боги. Они, конечно, присутствуют, можно покопаться, найти соответствие, конечно же, можно. Но, скажем так, русский человек, да, славянин, там, я не знаю, украинец, белорус, русский, да, даже мы возьмем какого-нибудь дагестанца, грузина, неважно, да. Современный человек, он знает, кто такой Один, он знает, кто такой Зевс, да, Афродита, Марс, Гермес, хотя бы пару слов о них знает. А кто такой Велес, знает очень мало, в основном русскоязычные, и то
малая доля людей знакомы со славянскими богами подробно, скажем так, детально. Поэтому их в пример приводить просто мало смысла. Не все поймут, о чем речь идет. Поэтому лучше брать такие образы, которые хорошо знакомы с детства всем. Но вот, к сожалению, Велес не относится к хорошо известным в современности богам. Ну, что ж поделать. Это не хорошо и не плохо, как есть, так есть. На эту тему можно очень долго рассуждать, да, об истории старых богов, о том, как они угасают. На эту тему есть очень интересный сериал, современный, американский, да. Те, кто видел, сразу же картинку узнают и, соответственно, чуть попозже о нем еще будет, да. Окей. Хорошо. Если мы берем астрологические соответствия, тут я вполне согласен с Юрием Ханом, да, который делит... Я часто вспоминаю Юрия Хана, просто потому что очень уважаю его как астролога. Он одновременно как бы и астролог, и таролог, да. Вот. Но все-таки он больше астролог, нежели таролог, и сводит систему Таро к астрологической системе. То есть над ним давлеет астрология. Я же стараюсь давать соответствие больше мифологические, больше соответствующие картам Таро. Но, тем не менее, по распределению карт Таро по колесу зодиака я с ним абсолютно согласен. Просто потому, что по-другому как-то их распределить, ну, было бы сложно и нелогично. Либо надо было ломать структурный линейный ряд, да, как-то переставлять карты местами. Некоторые тарологи этим заморачиваются, они просто переставляют карты, как им нравится, либо просто не рассматривают все в целом, а говорят, что вот маг это Гермес, то есть Меркурий, да, а вот это самое Шут это Уран, потому что все новое, да, а вот, допустим, Луна это дом 4, потому что тут рак нарисован, и Луна это, ну, как бы дом Луны, да. Ну, теряется логика, теряется картинка, которая, в принципе, была изначальной. И которая вполне логична, если рассматривать карты Таро именно так, как они и закладывались в глубинном смысле. Поэтому у нас после Солнца логично идет Прозерпина и Меркурий в 6 доме. Прозерпина в 6 доме, скажем так, главенствует. Меркурий это вторая планета 6 дома, скажем так. То есть, в принципе, мы с вами уже в этом доме потихонечку приступаем к интересной такой штуке. Смотрите, до Солнца у нас шло развитие как бы одних и тех же планет. У нас с вами тут Марс, Плутон, Венера, Херон, Прозерпина, Меркурий, да, и Луна. То есть ни одна планета не повторялась. Когда Луна перешла в Солнце, у нас пошли повторения. Можно сказать, что в каком-то роде зодиак отзеркаливается. Ну, об этом очень много и подробно рассказывает Юрий Хан. По астрологии это к нему. Можно сказать только, что в принципе на карте Таро он отзеркаливается очень логично. Почему же у нас отшельник и Прозерпина это схожие понятия? Я бы не сказал, что они идентичные, потому как, ну, все-таки Прозерпина это у нас молодая женщина, дева, да, мать той самой, мать Диметры, богини-матери, скажем так, да. А отшельник это скорее Один, да, что между ними может быть общего? А общего может между ними может быть то, что отшельник в данном случае это только одна из ипостасей Одина. Один был и воином, и отцом, всеотцом, да, и путником, в том числе отшельником, и магом, и поэтом, да, он познал мед поэзии, да. Вот, то есть на самом-то деле Один включал в себя свойства, ну, практически всех богов, да, так с большего. То есть можно сказать, что Один, если мы берем скандинавскую мифологию, он такой скорее слитное божество, слившееся в одно, да. Дело в том, что развивалась активно мифология об Одине, именно в письменном виде, в Малой Эдде и в Старшей Эдде, да, в 12-13 веке, где-то с 11 века по 13 век.
и на себе испытала огромное влияние широко развитого к тому времени христианства с единственным божеством. Да, ну был, конечно, еще и сын, тот самый сын Бога, да, то есть там Тор, в частности, Одина, но тем не менее Один, он олицетворял в себе идею единого божества. Вот. И потихонечку в Скандинавии все-таки дело пришло к христианству, но такое, с оттенком вот этих всех рунических штук. Хорошо. Ну, давайте уже смотреть шестой дом. Что такое шестой дом, если мы берем классическую астрологию? Во-первых, если мы берем значение шестого дома, то это служение и труд, работа. Очень часто работа в подчинении. Кстати, надо сказать, что Один, я просто забуду потом, да? Один часто в мифах, он нанимался на работу в ходе своих путешествий, да? То есть, чтобы, допустим, украсть мед поэзии, он был вынужден работать целый сезон по уборке урожая. И тем не менее, ну, он работал очень хорошо. Вот. Поэтому тут надо сказать, что Один не гнушался и физической работой, просто потому что знал, умел, мог. Он бог, он мог все. Поэтому мог и наняться наемным рабочим. Ну, конечно, чтобы обмануть этих самых великанов, которые прятали этот самый мед поэзии. Сослуживцы, подчиненные, работа ради куска хлеба, то есть работа не столько по призванию, да, сколько по потребностям, потому как, ну, нужно же как-то работать, зарабатывать. Вот в частности, у Одина, когда он нанимался на работу, это не было его любимой работой. Он мог делать эту работу, но просто не хотел. Ну, то есть вынужден был делать. Но делал он ее хорошо. Поэтому часто, кстати, дев укоряют в том, что они занимаются чем-то таким, чем им не свойственно, но тем не менее делают это хорошо, может быть не гениально, но если дева все-таки находит работу своей мечты, вот тогда весь ее характер, весь ее талант и раскрывается. Но в первую очередь шестой дом это, конечно, работа. Это работа ради денег, ради пропитания, работа в подчинении, работать не так, как тебе хочется, а так, как тебе нужно. Вот. Всякий труд не по призванию. Сфера обслуживания, что подразумевает уже само собой помощь каким-то другим людям. Да? Делать за людей то, что они не умеют. Это тоже надо запомнить, это важно. Услуги и слуги. Здоровье. Здоровье, потому что шестой дом это дом земной. Дева это знак земной. И, соответственно, Земля – это физическая сторона нашей жизни, материальная физическая сторона нашей жизни. Это скорее физическое здоровье. Так, что там дальше? Медицинские учреждения, опять же, по тому же поликлиники, аптеки и тому подобное. В частности, это еще и фармацевтика, потому как это здоровье, которое рассматривается с точки зрения физического мира, то есть с точки зрения физиологии, с точки зрения воздействия лекарств на человека. То есть вот всякая арт-терапия, да, это не шестой дом, это скорее 12-й дом, это противоположный дом, там где рыбы, там где художество, там где творчество и прочее всякое такое, там где воздействие на психику, там же и Нептун, который планета водная, но такая глубинно-водная планета, планета подсознания и психики. Диеты. Почему диета? Потому что по шестому дому очень важно ограничение, отказ от того, что тебе не нужно, что тебе вредно. Об этом тоже вспомним. Косметология, уход за телом, гигиена, бытовые проблемы, домашние животные, уход за ними. То есть, делать за других то, что они сами делать не могут. Да? Домашние животные в том числе делают и за людей, что люди делать не могут. Пашут, быстро бегают, везут повозки, сторожат дом, ловят мышей, ну и прочее всякое такое. Вот поэтому традиционно домашних животных, не диких, домашних животных относят к сфере обслуживания, к шестому дому. Вот такие дела. Это все нужно и важно запомнить. Почему? Потому как прозвучала тема отказа от того, что тебе вредно, не нужно. Да? Когда ты делаешь работу, тебе нужно убрать от себя все то, что тебе мешает сосредоточиться на этой работе.
Вот. Просто потому, что если ты делаешь что-то конкретное, ты должен свести все свое внимание к тому, что ты делаешь, как это происходит. Да? То есть, чтобы сделать что-то хорошо, ты должен все свое внимание сосредоточить на процессе работы, на физическом процессе. Сконцентрироваться на деталях, нюансах, мелочах, заглянуть в суть вещей, понять, как оно работает, чтобы сделать это хорошо. То есть просто вот взять как близнецы очень часто, ну, опять же, не прокачанные близнецы, я рискую сейчас обидеть близнецов, но тем не менее, у них есть и положительные, и отрицательные качества. Близнецы очень быстро работают с информацией, но они не глубоко погружаются в информацию, просто потому что сильное качество близнецов — это быстрая работа с информацией, большим объемом разной разносторонней инфы. Поэтому они хватают что-то, рассматривают, исследуют и по-быстрому передают следующему человеку. Да? Дальше берут следующую тему, и опять хороший пример — это работа с журналистикой. Вот. То есть берется некая тема, рассматривается, расследуется, делаются какие-то быстрые выводы, и человеку сообщается, читателю, что там и как. По деве же нужно погружение в тему более основательно, до деталей, до мелочей, на которые у близнецов просто нет времени от того, что им нужно следующую статью выдавать в журнал. Да? И погружаться и расследовать полгода некую тему могут только отдельно взятые журналисты, которые, ну, действительно концентрируют свое внимание на чем-то одном, на каком-то узком секторе. Допустим, какие-нибудь спортивные журналисты. Вот они концентрируют все свое внимание на одной теме, допустим, на теме спорта, на теме футбола, допустим. Да? И вот если у них спросить, они там о каждом этом футболисте знают практически все, помнят идеально. Помнят, когда он родился, сколько он голов забил, где в каком чемпионате он там ногу сломал, еще там какую-то ерунду, да. Ну вот, все это они помнят хорошо, просто потому что они много времени посвятили одной теме, изучили эту тему очень хорошо, вошли в тему глубоко, сосредоточились на этой теме. Вот в этом суть шестого дома. Убрать все лишнее, сконцентрироваться на действительно важном. Кто у нас убирал все лишнее? Если мы берем тему античности, это, конечно же, Диоген. Более того, если мы будем рассматривать товарища Диогена визуально, как его рисовали в средние века, в эпоху Возрождений, его очень часто рисовали голым, босым, в какой-то робе, в такой в непонятной, с посохом, потому как он жил на улице. У него не было своего дома, он жил в бочке. И с фонарем. С фонарем там была история, он ходил по Афинам с фонарем днем. Вот фраза «днем с огнем» искать, да, это вот совершать якобы какую-то бессмысленную работу. На самом деле, работа эта была довольно осмысленная для Диогена, для самого. Когда у него спрашивали, что ты делаешь, Диоген, он светил этим фонарем и говорил: я ищу человека. Слушай, где ж ты? В себе ищу человека, да? Ну, там есть разные версии его ответов. Самое главное для нас то, что человек с фонарем в рубище, либо совсем голый и с каким-то посохом, чаще всего в искусстве это Диоген. Кстати, если мы рассматриваем карту Таро, да, отшельник именно вот с таким же фонарем и рисуют этого отшельника, очень часто это намек на Диогена. Зануды, короче. Да-да-да, зануды. Что-то в этом есть такое. Но, тем не менее, это зануды, которые точно знают, о чем они говорят. Знаете, как эта фраза? Да, я зануда, и сейчас я объясню вам почему. Вот, я тоже, кстати, зануда. Это слабая сторона некоторых рыб, да, просто потому что слабая сторона рыб — это как раз девы. Вот, о дуальности мы будем с вами говорить чуть-чуть позже на следующих картах, потому как мы с вами прошли только половину колеса зодиака, да, вот мы еще не добрались до колеса фортуны, которое, в принципе, это колесо фортуны, да, оно в деталях, в точности повторяет то, что мы с вами и рассматриваем как саму систему Таро, систему зодиака. Поэтому я считаю, что, в принципе, раскладывать карты по кругу, это логично, потому как у нас сама система Таро, вот тут, собственно, она же и нарисована. Ну, об этом позже. Просто подходя к середине этой системы, мы с вами начинаем замечать соответствие того, что карты, которые располагаются на противоположных краях этого колеса,
они неким образом являются парными. Они работают как-то в паре друг с другом. Вот. Как именно это будет работать, мы с вами будем рассматривать в 7 доме, потому как тогда мы с вами сможем более или менее внятно рассмотреть, как взаимодействуют карты противоположные. В частности, Justice, то есть справедливость либо правосудие, и повешенный против мага и высшей жрицы. Как Овен взаимодействует с весами. Вот. Карты очень четко показывают, что там есть очень много общего. Хорошо. Собственно, вернемся к нашему Диогену. Давайте рассмотрим более внимательно его, скажем так, историю. Что он там вообще провозглашал, что он хотел вообще, этот Диоген. Так, я сделаю маленькую паузу, чаю глотну. Может быть, отвечу на пару вопросиков. Интересно. Ага, хорошо. Так, по группе я чуть-чуть позже отвечу. Непритязательный Диоген — это аскетизм и минимализм? Да, совершенно верно. Что означает понятие прокачанный и не прокачанный? Это человек, который осознал свои сильные и слабые стороны и пытается свои сильные стороны еще более улучшить, раскрутить, а слабые стороны соответственно проработать так, чтобы они ему не мешали, либо наоборот превратить свои минусы в свои плюсы. Вот. То есть, есть непрокачанные близнецы, которые на самом деле не понимают своего умения работать быстро с большим количеством инфы и пытаются использовать ее не так, как нужно. А есть прокачанные близнецы, которые прекрасно понимают, что их качество — это быстрая обработка инфы. Не глубокая, а именно быстрая. Глубокая обработка инфы — это, кстати, вот эта самая дева и есть. Чуть-чуть попозже мы о ней поговорим. Использование всех своих возможностей, потенциалов. Прокачанный использует все на максималках и получает блага за это. Да, совершенно верно. Так, хорошо. Да, так вот. Вот, собственно, Диоген. Диоген провозглашал идеи и идеалы аскетизма на примере мыши, которая ничего не боялась, ни к чему не стремилась и довольствовалась малым. Просто потому, что бояться не за что, если у тебя нет ничего. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Да и те потерять не жалко, скажем так. Жизнь Диогена в бочке, использование плаща вместо постели иллюстрировали этот принцип. То есть дом-то у него был. Диоген, по сути, был философом. А философы просто так на пустом месте не родятся. Они появляются из богатых людей, которые, в принципе-то, понимали, что к чему, да, у них было время на то, чтобы обдумать вот вообще все, что происходит, чтобы изучить эту философию и сделать какие-то выводы. Нужно ничем не заниматься, сидеть и все время думать эти самые мысли, да. Потому как до древнегреческих философов эти мысли никто особо так не думал, даже если и думал, то как-то сформулировать их внятно никто не заморачивался. Так вот, как правило, эти философы древнегреческие, они были людьми либо обеспеченными, либо их обеспечивали ученики, либо они сами были там из богатых семей. Дом у Диогена, конечно, был, но он от него отказался просто потому, что зачем этот дом, с ним мороки много, я вон бочка есть, я в бочке поживу, мне и так хорошо. Климат в Афинах в то время был нормальненький, такой тепленький, да, поэтому можно было даже в этой бочке зимовать. И плаща, в принципе, ему хватало. Если было жарко, он ходил без плаща, голиком, чем часто смущал афинян. Если было холодно, то вот он в этот плащ заматывался, в котором спал, и ему хватало. Нормально. Будда тоже от всего отказался, несмотря на то, что было что терять. Вот именно, было что терять. Так и Диогену тоже было что терять, да? Вот. И он с чистой совестью это отдал. Иногда его видели ходящим боссом по снегу. Вот у Александра Македонского, когда есть такая история, когда Александр Македонский пришел к Диогену, который славился своей на самом-то деле мудростью, да? И спросил, что ты хочешь, Диоген? Скажи, что ты хочешь, я сделаю. Тот на него так глянул, сказал, отойди от солнца, ты мне солнце загораживаешь. То есть все, что хотел Диоген от самого величайшего человека на тот момент и в Греции, и вообще вот на той территории, да, просто чтобы ему не заслоняли солнце. Потому что Диогену было, что там ему надо было,
Чтоб тепленько было, да? Всё. Смысл аскетизма заключался в том, что подлинное счастье заключается в свободе и независимости. В свободе от этих самых материальных благ и независимости от этих самых материальных благ. То есть, в принципе, современные йоги-аскеты, они и уходят в аскетизм просто потому, чтобы не париться этими всеми делами, чтобы познать Бога через отказ от всего лишнего. Вот. Доходило дело до интересного. Есть история о том, что, ну, собственно, что тут мальчик такой, да, сидит в одних плавочках, и Диоген тут что-то бросил, чашку свою разбил. Дело в том, что кроме посоха и этого плаща у Диогена сначала была еще чашка. Чашка для еды и для воды. Причем одна чашка и для того, и для другого. Мол, вот смотрите, я из одной чашки могу и есть, и пить, мне не нужно много столовых приборов. А потом он увидел, как нищий мальчик пил из ручья просто из горсти, без всякой чашки. Он так глянул на это и сказал, что ё-моё, мальчик вообще молодец. Вот, круче, чем я познал жизнь. Да, хотя, ну, что там тут мальчик, у него что было, он из того и пил. Сказал, что чашка тоже лишняя, разбил эту чашку. То есть, по итогу Диоген понял, что вот то, чем он гордился, довольствоваться малым, что можно обойтись даже без этого. Можно есть просто руками, пить просто, как бы, вот. Вот такие дела. На самом деле тема очень философская, очень глубокая. Если рассматривать ее плоско именно в аспекте физическим, материальном, то выйдет так себе, не очень, но тем не менее что-то в этом есть достаточно глубокое. Вот, поэтому, если мы рассматриваем карту отшельник как Диогена, да, то это человек, который довольствуется малым, живет на отшибе, без дома, где-то там на окраине Афин, под мостом, ну, такой бомжик, да, скажем так. Но при всем этом у него есть фонарь, свет истины, которым он светит людям, а не просто так. Хотя он, конечно, светит себе в первую очередь, но об этом, опять же, чуть-чуть позже. На следующей лекции мы будем рассматривать глубинную философскую сторону этой карты, чтобы понять, на самом ли деле отшельник как бы делает все ради себя. Вернее, ради людей. Может, он это делает все ради себя. С другой стороны, если мы с вами вспомним про Одина, я же сказал, что Один, да, у нас один из символов этой карты. Дело в том, что на одной из старейших колод Таро итальянских, Висконти Сфорца, да, был нарисован интересный товарищ с часами в руках, с посохом, в такой шапке, в синем плаще, в таком синем кафтане. Вот. И достоверно известно, что таким образом рисовали именно Одина, скандинавского бога. Вот. Потому как в то время он почитался как бог-путешественник, как бог, перемещающийся с одного места на другое, потому как он ходил по миру в поисках истины. Большинство мифов как самые главные мифы об Одине, да, о том, как он потерял один глаз, и о том, как он провисел 9 дней на Игдрасиле, да, на мировом дереве. Человека, висящего на мировом дереве, вернее, на дереве, мы с вами увидим еще в одной карте Таро. Это повешенный. Тоже одна из самых одиозных карт Таро, которые очень любят рисовать в голливудских фильмах сценаристы. Да? У нас там кто? Повешенный, такая страшная карта. Смерть, конечно же, страшная карта. Отшельника часто вспоминают, потому как такая очень символичная карта. Ну и что там у нас? Там дьявол, конечно же, башня. Вот такие вот страшные темные карты очень любят рисовать в голливудских фильмах. Очень уж такие они как бы загадочные, да, и непонятные. Ну, высшую жрицу еще. Но чаще всего это, конечно, вот отшельник, колесо фортуны, повешенный, смерть, башня, дьявол такое вот страшненькое, да. Хорошо. Собственно, Один, да.
То есть Один вообще очень часто и во многих мифах он изображался как человек в синем одеянии, потому как это цвет неба, ну как у Зевса, да, тоже это небесное божество, бог из высшего мира. Да? Вот. В частности, очень часто и впоследствии потом, да, и в викторианской Англии, в викторианскую эпоху его тоже часто рисовали в такой шапке специальной, либо в таком в капюшоне. И это символ туч, да, если они надвинуты низко на лоб, значит Один хмурится. Если это шапка, либо капюшон сдвинут на затылок, значит погода хорошая, значит Один радуется. Вот. Часто его рисовали с посохом, но чаще с копьем. Вот. Ну, в общем, такой длинный предмет сопровождал его в путешествиях. Часто он это копье маскировал под посох, чтобы случайные люди, случайные попутчики не узнали в нем Одина. Вот. При нем чаще всего рисовали двух животных, либо двух птиц. Чаще всего, конечно, это Хугин и Мунин, да, то есть в переводе это думающий и помнящий, то есть голова думающая и голова помнящая. Вот. И двух волков, Гери и Фреки, вот, которые своим видом олицетворяли власть Одина на материальной стороне жизни. Ну, в лесах, на поверхности планеты, скажем так, да? Вот, на поверхности Земли. Вот, в виде волков он как бы присутствовал на Земле, в виде воронов он присутствовал в небе. То есть он присутствовал и там, он был всеобъемлющим. Вот такие дела. Поэтому про Одина надо помнить. Что интересно, чем же интересен Один для нас как карта отшельник? Дело в том, что Один путешествовал по миру в поисках истины. Карта отшельник традиционными своими значениями подразумевает эту самую мудрость, найденную мудрость, да, человек, который пришел к мудрости. В принципе, основные значения карты Таро, как одиночество и сосредоточение на чем-то одном, имеют место быть. В самом деле, основные значения этой карты выпадают на ощущение сконцентрированности на чем-то одном, на одиночестве. Когда вы общаетесь с другим человеком, у вас есть ваша точка зрения и точка зрения человека. Вы поневоле как бы сравниваете свою точку зрения с точкой зрения этого самого вашего собеседника. Вот. Но когда вы находитесь в одиночестве, да, тогда у вас есть только одна точка зрения. Ваша. Можно сказать, что это предельная субъективность. И вообще отшельники-то зачем уходят в отшельничество? Они уходят не куда-то конкретно. Они уходят от чего-то. Они уходят от мира, который им мешает. Зачем Диоген ушел жить в бочку один? Потому что в бочку, кроме одного человека, больше не влезет. Вот. И ему именно это ему и было нужно. Чтобы ему никто не мешал своими разговорами, своей точкой зрения, он должен был разобраться в себе. Докопаться до истины внутри себя. Отшельники уходят в пустыни, в пустоши, монахи, да, в скиты. Что такое скит? Скит и скитание, да, это однокоренные слова. Скит — это удаленное место, куда можно прийти скитаясь. Ну, то есть долго идти и прийти в какое-то удаленное место. Монаший скит — это удаленное от дорог место, куда случайные люди не забредают. Прийти можно только целенаправленно, осознанно, по какому-то пути. Монахи и монахи-отшельники в том числе уходят от мира. Им эти люди мешают сосредоточиться на ощущении Бога, на разговоре с Богом, с Господом своим. Да? Вот. И истину они пытаются найти именно в этом общении с Богом один на один. Ну, то есть человек для общения с Богом один на один должен остаться в одиночестве. Убрать от себя лишних людей. Вот.
Поэтому образ Одина, как скитальца, который ходит по миру в поисках истины, очень близок к ощущению вот этого самого, скажем так, скитальца, который странствует по миру. Для того, чтобы странствовать по миру, как Один, ты должен отказаться от удобств. Ты должен отказаться от, скажем так, большого количества посуды, от мягкой кровати, от того, чтобы мыться каждый день, да, то есть вот многие цивилизованные блага для тебя недоступны в путешествии, в поиске истины, просто потому что ты их дома оставил, чтобы они тебе не мешали. Ты не можешь в путешествии думать о физическом мире, ты думаешь о возвышенном. Если вы вообще любите водить машину, я, допустим, очень люблю ездить на удаленное расстояние за рулем. Особенно если один едешь, это вообще круто. Ты просто сосредотачиваешься на том, что ты делаешь. У тебя в голове нет забот никаких. Ты просто едешь. Ты знаешь, что у тебя впереди хорошая дорога. Ну, скажем так, в Европе дороги хорошие. Вот, ты просто сосредотачиваешься на том, что ты делаешь. Ты просто едешь. И становится очень хорошо легко. Ты можешь обдумать много разных мыслей, которые потихоньку упрощаются, сводятся к одному. Ты, наконец, получаешь время, которое тебе нужно для того, чтобы осмыслить какие-то вещи, которые ты давно должен был осмыслить. То есть ты с помощью карты отшельника убираешь от себя вот все эти лишние заботы, откладываешь их на потом. Вот приеду, вот тогда и буду думать там, где заправиться, как там деньги заработать и прочее. Пока вот я знаю, что я еду целый день, и вот целый день я могу расслабленно, спокойно думать о чем-то одном, просто ощущать. Вот, то же самое ощущение может прийти, допустим, ну, я не знаю, это больше мужчинам сродни, да, мужчины любят рыбалку. Очень многие мужчины любят рыбалку именно потому, что ты там как бы ничего не делаешь. Ты делаешь что-то одно. Ты просто сел, удочку закинул, и ты как бы вот сосредотачиваешься на том, что ты делаешь. Ты фокусируешь все свое внимание в одну точку. Такой фокус как бы, да. Вот, чтобы быть хорошим рыбаком, нужно много знать, но нужно еще и уметь делать. Поэтому вот это вот ощущение, опять же, оно должно... Рыбу нужно ловить в тишине, лучше всего одному. Там, где с сетями, да, и в компании, с пьянкой, с этим всем делом, это не то. Это скорее отдых на природе, это скорее лев. Это делаешь то, что тебе нравится, да. Хочу ловлю рыбу, хочу глушу динамитом, хочу водку пью в компании с пацанами, да. Это по солнцу скорее, это лев, это радость от того, что ты наконец-то можешь делать то, что тебе хочется, а не то, что тебе там начальник на работе говорит, либо жена дома. Вот. Но вот истинный отшельник, он познается в одиночестве. Сел на берегу реки, наладил удочку, закинул и сидишь. О чем там своем, что там думаешь, как Диоген в этой самой бочке. Вот этот образ умения сосредоточиться и как бы уйти в точку, это умение Прозерпины. По Прозерпине. Почему? Об Одине, наверное, я еще много бы мог сказать, но давайте на следующей лекции более развернуто будем говорить уже о каких-то философских смыслах божеств того же самого Одина. Чем же он так знаменит? Истину-то он, кстати, познал. Ну как истину? Не то чтобы истину, да, мудрость. Вот, потому что истина это когда ты знаешь все. А мудрость это когда ты понимаешь. Вот, так вот, понимать это тоже еще нужно уметь. И Один очень многое отдал за познание истины. В частности, он отдал свой глаз. Отдал глаз этому самому великану Мимиру, который охранял источник мудрости, который бил из-под из-под корней мирового ясеня Игдрасиля. Да, есть мировое древо, называется Игдрасиль. Вот, это система видения мира у скандинавов, древних. Скандинавов это намек на мировое древо, об этом мы еще будем говорить позже. Так вот, чтобы хлебнуть из источника мудрости, нужно было погрузиться на самое дно, корням этого дерева, уйти внутрь, погрузиться в себя, скажем так. Не обработать то, что лежит на поверхности,
а погрузиться внутрь, уйти в точку. Докопаться до сути, до самых корней. Вот что значит мудрость. Это докопаться до сути. Вот. Отдал он свой правый глаз. Просто потому, что Мимир сказал, ну, мудрость просто так не дается, отдай мне один глаз. Один молча взял, вырвал свой правый глаз, отдал его Мимиру. Вот. Кстати, что интересно, да, в этом самом, в американских богах, Один, когда у него главный герой Shadow Moon, да, Тень Мун, спросил, у тебя же один глаз стеклянный, да, где ты потерял свой правый глаз? На что Один вполне серьезно сказал, что я его не терял, я прекрасно знаю, где мой глаз, я прекрасно знаю, где он находится, и я знаю, что с ним. Вот. Ну, такой юморной как бы момент. Да, в общем, и суть в том, что после того, как он отдал свой глаз, Мимир разрешил ему напиться из этого источника. Вот. И Один обрел мудрость. То характерно, на этом он не успокоился, и потом ему, чтобы познать, чтобы придумать руны, ему пришлось пригвоздить себя своим же собственным копьем к мировому древу Игдрасилю, но висеть уже в ветвях высоко, так что даже боги его не видели. Вот, тогда он познал руны, он придумал руны. Вот, это скорее история уже про, ну, рыбная тема. Это 12-й дом скорее уже, да. Если 6-й дом и понимание сути вещей, механизма событий, колеса фортуны, это 6-й дом, да. То есть, собственно, у нас с вами что? У нас с вами отшельник путем погружения в себя, в точку, он познает колесо фортуны, он познает механизм, он понимает, как в этом мире все работает, как оно все устроено, что за механизм действия вот всего того, что происходит у нас. Если вы хотите понять, как работает система карт Таро, вы должны глубоко погрузиться по отшельнику в понимание каждой карты. Немного-много всего узнать о каждой карте, да, как вот, допустим, Савченко в своих лекциях, он дает столько инфы. Инфа очень хорошая, очень интересная, но я не заметил у него объяснения этой инфы. Хотя инфы много. Вот он по близнецам заваливает инфой. Это знание. А мудрость — это понимание того, что с этой инфой можно сделать. И информации у нас навалом в наш век, когда как космические корабли бороздят просторы Большого театра, в интернете можно найти что угодно. А вот понять, что ты нашел, это уже как бы, это нужно стать Одином и отдать глаз. Что значит отдать глаз? Это значит избавиться от другой точки зрения. Принять только одну сторону. Вот ты видишь что-то левым глазом, вот ты видишь что-то правым глазом, да? То есть ты как-то видишь все с двух точек зрения. Вырвав себе один глаз, Один начал все видеть только с одной точки зрения. Он как бы познал, как это, цельное зрение, да? По-другому быть не может. Ты можешь закрыть один глаз, второй, то есть ты как бы можешь стать с одной точки зрения на вторую. Вырвав один глаз, ты погружаешься только в одну точку зрения. Ты понимаешь что-то глубоко, так скажем. Смотрите, чтобы заглянуть в микроскоп, нужно один глаз прищурить. Понимаете, о чем я? Вот, таким образом, как бы сосредоточение в одной точке у нас еще имеется и в мифе о Прозерпине. Кто еще у нас спустился к самым корням, к самым истокам? То есть Один, запомним, Один в поиске истины ушел на самое дно корням мирового древа Игдрасиль, чтобы хлебнуть из источника истины. Прозерпина — это дочь Диметры Зевса, была вскормлена матерью и нимфами, заметьте, в пещере. Не просто так где-то на вольных там лугах заливистых, да, заливных лугах, а в пещере. То есть уже у нас тема чуть-чуть сужается, да, такая земная тема очень, да. В одной версии ее имя это латинизированная греческая Персифона,
Вот, с другой стороны, была такая римская богиня, способствующая произрастанию. А произрастание в латыни звучит как прозерпере. Произрастание семени. И она слилась по итогу с богиней Персифоной, ну и стала, собственно, вот олицетворением прорастания зерна. Диметр у нас это мать богов, это природа, скажем так. Диметра это множество растений, это множество зерна. Диметру чаще всего рисовали, изображали в скульптурном виде, да, и прочее, со снопом пшеницы. Вот Диметра это сноп пшеницы, а Персифона или Прозерпина это одно маленькое зернышко. Если мы с вами рассмотрим астрологический символ Прозерпины, мы с вами видим точку за скобками. Точка за скобками это что? Это что-то одно, отделенное от всего другого. Что-то за скобками, что-то отдельное, отдельно взятое. Не множество зерна, а одно отдельно взятое зернышко. Вот, то есть деталь, частность, уход в одну точку. Да? Что у нас сделал Диоген? Он убирал все лишнее и сосредотачивался только на самом нужном, на самом необходимом. Что сделал Один? Один вырвал второй глаз, чтобы одним глазом увидеть только одну истину. Вот. Собственно, что там с этой самой Прозерпиной это произошло? Почему произрастание и что за история такая? Короче, увидел ее Аид или Плутон, царь подземного мира. Воспылал к ней страстью, ну и как это часто у олимпийских богов делалось, да, собственно, взял и похитил ее. Умчал ее на колеснице. Она была унесена в подземное царство. Диметра исходила там всю землю в поисках своей дочери, нигде не нашла, а обратилась к Зевсу, и Зевс как бы повелел, что непорядок, да, мы ж тут боги, все-таки давайте соблюдать приличие. В общем, Аид или Плутон был вынужден ее отпустить, но дал ей вкусить зернышко граната. А это волшебная штука. С гранатом мы с вами уже знакомились как минимум в 2 картах. Да, то есть у нас гранаты, собственно, цветки граната нарисованы у нас на одежде императрицы, то есть, собственно, Диметры, да, как и Афродиты, так и Диметры, да, это богиня природы, любви и всеобщего произрастания. И плоды граната у нас с вами были в высшей жрице. А высшая жрица это истина. Да? Глубинная, глубоко скрытая истина. Вот. Подсознание. Да? Что-то сокрытое глубоко внутри у нас. Скажем так. Вот. Есть еще версия, что плод, который вкусила Ева, был гранатом. Ну, опять же, это версия, по сути, может так оно и было, может и нет. Тоже их там разберет, дело было давно. Так вот, Прозерпину, кстати, часто рисуют именно вот с зернышком граната, просто, с плодом граната, просто потому, что это вот ее символика такая. Вообще, люблю прерафаэлитов, они вот очень так здорово рисовали в свое время. Так и вот. Зевс все-таки был старшим богом, и Плутон, то есть Аид, должен был его слушаться. И он разрешил Прозерпине наведывать мать. То есть она некоторое время жила у Плутона, некоторое время она выходила наружу к матери природе своей. Да? Потом опять к Плутону и опять к матери. То есть это символика чего? Это символика аграрного земледелия, символика того, что мы берем зерно, закапываем его в землю, хороним, погружаем в преисподнюю, в Аид. Оттуда оно прорастает через некоторое время, появляется опять на виду у природы матери. Мы опять это все дело срываем, часть съедаем, часть погружаем опять хороним это зерно, она опять уходит в Аид и опять прорастает. То есть вот такая тема у Прозерпины. То есть тема с погружением внутрь, уход в себя, в точку, в глубины, это истинное ощущение Прозерпины. То есть зачем Один отдал глаз, чтобы сосредоточиться в чем-то одном.
Зачем Диоген ушел в бочку, чтобы сосредоточиться на своих мыслях? Зачем? Почему Прозерпина это одно зерно? Потому что это одно из множества. Это уход от мира во что-то, погружение куда-то, во что-то одно. Вот эта общая тематика просматривается во всех этих трех товарищах. В частности, в Одине, может, не так отчетливо, но дело в том, что Один это гораздо более позднее божество, да, все-таки старшая и младшая Эдда, 11-13 века, это, скажем так, на порядок позже, чем античность, да. Тут еще у нас Христа не было, вот с этими ребятами всеми, да, вот, а Один это уже все-таки постхристианское божество, так скажем, даже так. Ну, оно там поровну, как бы, но тем не менее, я думаю, вы поняли, о чем. Вот. То есть гранат у нас связывался с плодородием, символом процветания, супружества. С этим же всем делом и, собственно, у нас связывается Прозерпина. Она же богиня плодородия, процветания, богатства. Потому что из одного зерна произрастает много зерен. Та же самая тема у нас была и в императрице, да, но там просто приумножение. А тут вот сам процесс этого всего. Из чего-то может появиться множество. Множество опять уходит в точку, в одно самое зерно. Из множества всего того, что у вас родилось, выбираете что-то одно, самое лучшее зерно, чтобы его опять похоронить, чтобы из него выросло еще больше зерен. Это принцип селекции, принцип разумного земледелия. Ты отбираешь самое лучшее, самое толстое, самое большое зерно, чтобы следующие зерна тоже были лучше. Отбор, искусственный отбор. Вот это и есть Прозерпина, причем отбор искусственный. А естественный отбор у нас происходит по Венере, по Тельцу, да? Вот, природный отбор. А искусственный отбор, вот он. Это обработка большого количества информации. Ты должен пересмотреть много-много-много зерен, чтобы понять, какое из них самое большое, чтобы его надо было похоронить. Вот. Вот такие дела. Кстати, кто у нас много-много зерен перебирал в попытках понять, какое зерно правильное, какое неправильное, какое нужно в правую миску, а какое в левое. Кому задали там работы на весь вечер, зерно от горох от чечевицы отделить, да, либо зерно от чечевицы, ну там разные версии, да. Сам процесс того, что ты делаешь с рассыпанным зерном и чечевицей, ты сосредотачиваешься в одну точку, чтобы понять, это зернышко чечевичное или гороховое, да? Смотришь, ага, такое, значит это сюда. Дальше сконцентрируешься опять на следующем зернышке. Такое чечевичное, сюда. То есть выделение из множества, в частности. Вот такие дела у нас с Прозерпиной. Теперь, осознав, что отшельник это у нас отказ от множества, уход в одно, мы давайте посмотрим значение. Вот депрессия подъехала. Ну, кому депрессия, а кто-то рад остаться наедине сам с собой. Мне, допустим, очень хорошо, если... Смотрите же, по отшельнику важно что? Важно, чтобы тебе не мешали. Депрессия это отсутствие сил. Это невозможность сконцентрироваться на том, что ты делаешь. А то, что ты ничего не хочешь делать. Да? Вот. Отшельник это не депрессивный человек. Во-первых, отшельник карта очень подвижная. Карта очень, скажем так, рабочая, потому что мы с вами видим путешественника, который находится в постоянном движении, в постоянном обработке этой информации. Мудрый человек, он постоянно о чем-то думает, он постоянно ищет истину. Все прекрасно понимают, что истину найти невозможно. Вот, процесс нахождения в поиске этой самой истины, это очень активный процесс. Вот, поэтому отшельник у нас не статичная карта. Отшельник у нас достаточно активная карта. Просто активность находится в голове у самого отшельника. У него там постоянно эти шестеренки скрипят в попытках понять, как устроен этот мир.
Он пытается пролить свет истины на то, что происходит. Кстати, один из образов карты, опять же, да, один из символов карты, очень часто рисуют маяк. На некоторых колодах, ну, не знаю, может часто, может нет, я видел вот на одной-двух колодах видел маяк. Отличная метафора отшельника, потому что что делает смотритель маяка? Как правило, он живет один. Как правило, маяк находится где-то за городом, на побережье, причем на побережье таком не сильно удобном, потому как маяк ставят обычно там, в том месте, которое корабль должен обогнуть, чтобы не врезаться случайно в опасные рифы скалы. Поэтому в таких местах редко кто селился. Ну, смысл селиться на скалистом побережье, если ты даже этим морем пользоваться толком не можешь причалить. Поэтому маяки ставили где-то на отдалении от городов, от рыбацких деревень. Вот. Человек, который жил на маяке, жил чаще всего один, либо с семьей, но опять же, вот, одиноко с семьей. Семья жила удаленно, скажем так. Вот. Занятие у смотрителя маяка одно. Он не сеет, не пашет, ничего. Ну, он, конечно, может там какие-то грядки с огурцами себе высадить. Но все свое время он посвящает тому, что он обслуживает маяк. Он его там чинит, чтобы он не рухнул, да, там крышу чинит, сам фонарь чинит, следит за уровнем масла, там сейчас там за уровнем заряда батареи, там прочее всего, за механизмом, который крутит этот маяк, либо там в древности он дрова все время рубил, носил. То есть это узкоспециализированное занятие. Человек с утра до ночи, вернее с ночи до утра занимается, так как маяк он светит ночью, поэтому он с фонарем, да. Люди умные, они сидели со свечкой, читали книжки в потьмах. От того, что днем надо работать, если ты хочешь познать истину, ты вечером сидишь, читаешь при свете свечей, как вот эти монахи, да. Вот. Что делает маяк? Маяк служит людям. Этот огонь, который горит на маяке, самому смотрителю маяка не нужен, 100 лет не нужен. Он нужен тем кораблям, которые там проплывают где-то вдалеке. То есть смотритель маяка работает на благо людей, которых он даже не знает. Это работа на благо других людей. Вот. Отшельник, который дарит людям истину, свет истины, да, он делает это не ради себя. Он делает это ради людей. Понимаете? Поэтому, когда на этой карте рисуют маяк, отличная аналогия, просто великолепная. Отшельник — это интроверт, холостяк, одиночка. Может быть шаманом, знахарь, лекарь, маг. Да, может быть, вполне. Вполне. Но это как бы одна из ипостасей этой карты. Не обязательно быть шаманом, чтобы уметь концентрироваться в точку. Шаман, да, он как-то так, он умеет медитировать. Это карта медитации, это карта сосредоточения на одном. Одна и та же фраза «Ом мане падме ом, ом мане падме ом». И повторение одного и того же, концентрация только на этом процессе вводит тебя в такое состояние измененного сознания. Да? Опять же, 6-й дом — это фармацевтика, это вещества всякие там, в том числе запрещенные. Вот. И опять же, это шаманы. Я вот, к сожалению, не ввел сюда символику шаманизма, но символика шаманизма у нас четко присутствовала в другой карте, в Иерофанте. Тут у нас был Дон Хуан, да, и Карлос Кастанеда. Тут у нас был фильм «Блуберри», один из моих любимых фильмов. Да, сегодня будет второй мой любимый фильм. Вот те самые шаманы, которые с помощью веществ всяческих погружали человека, переводили человека на ту сторону, в другой мир, в нереальный. Да? Тут человек погружается в себя с помощью чего-то одного. С помощью того, что ему удается сконцентрировать у себя в голове. Вот, хорошо. Я думаю, что это с большего так мы уловили общий фон карт. Теперь давайте по отдельным значениям. Золушка, да, Золушка. Золушка тоже, она концентрировалась на чем-то одном. Это бобовое зерно или чечевичное, да, влево либо вправо. В правую миску либо в левую миску. Чтобы понять, в какую миску положить зерно, нужно сконцентрироваться на этом самом зерне. Хорошо. Давайте пройдемся по
Сколько у нас на времени? Часик прошел. Отлично. Давайте пройдемся немножко по общим значениям карты, да. Напомню, что более детально по значениям карты на практике мы погружаемся во все это дело с учениками на лекциях. Вот, просто потому, что я привык работать практику просматривать именно с конкретными людьми. То есть, мне нужен некий контакт визуальный и словесный с человеком, которого я обучаю. Поэтому я все-таки запустил группы. Там мы будем разбирать более отчетливые примеры на практике этой карты в раскладах реальных, да, с реальными людьми, с реальными примерами жизненными, как эта карта работает в раскладах. Сейчас же давайте, чтобы не замалчивать практическую сторону, все-таки я дам несколько значений и, скажем так, в формате прямого эфира. Пожалуйста, сохраните эфир. Я все эфиры стараюсь сохранять. По крайней мере, эфиры по обучению Картеру я сохраняю обязательно. Все они есть на канале. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И смотрите на здоровье. Окей, если мы будем смотреть... Традиционно делим нашу жизнь на 4 составляющие такие. То есть это социумы и желания человека. Это огненная стихия. Финансы и имущество – это скорее материальная сторона, стихия земли. Действие и саморазвитие – это воздух, это стихия мечей. Да, то есть, что вы делаете, что вы делаете с другими людьми и что вы делаете с собой. Да, это мечи, воздух. И эмоции и личная жизнь у нас традиционно кубки – это водная стихия. Да? Я думаю, логично и имеет смысл разделить все, что мы рассматриваем с вами, на 4 такие условные стихии. Напомню, что разделение на 4 алхимические стихии, оно достаточно условное. Не стоит впихивать все, что мы с вами рассматриваем, в какую-то одну стихию. Чаще всего одна стихия в каком-то вопросе превалирует. Остальные тоже присутствуют от того, что выжить стихию совсем из того, что происходит, нельзя. Это как все равно, что делать натальную карту астрологическую человеку и говорить, что, знаете, у вас вообще нет стихии Земли, да, у вас вообще земных планет нет, да. Такого же быть не может, да, там либо водных планет нет. Они же присутствуют на небе. Их может не быть много в одном знаке, да, но это не значит, что у человека отсутствуют совсем эмоции. Есть отдельные случаи, но это патология скорее. Мы же с вами рассматриваем закономерности. Поэтому давайте рассматривать все-таки нормы. Да? Того, социум и желание. Стихия огненная. Индивидуальность, изолированность, погруженность в себя. Да, если человек, допустим, традиционно, что такое социум? Это работа чаще всего, да. Что вы делаете с другими людьми? Вы пытаетесь как-то деньги заработать на том, что вы умеете, чтобы люди заплатили денег за то, что они не умеют. Я, допустим, хорошо раскладываю карты Таро, мне люди платят именно за это. Просто чтобы не учиться самому это делать, да, по-моему, нормально. Так вот, если выпадает карта в раскладе по работе, по социуму, это, конечно, индивидуальность. То есть человек, который имеет свой собственный взгляд на те рабочие вопросы, которые вы с ним рассматриваете. То есть он может высказать свое мнение, и оно достаточно разумное, чтобы к нему прислушаться. Изолированность. Часто этому человеку вообще не хочется знать, что происходит с другими людьми в других сферах, просто потому что он сконцентрирован на своей работе. О своей работе он может говорить часами, но допустим, о внешней политике России, допустим, он вообще ничего сказать не может от того, что ему это 100 лет не надо, ему некогда на кухне про это рассуждать, ему нужно работу работать. Да? Погруженность в себя. Это необходимое, важное чувство для людей, которые сосредотачиваются на своей работе, просто потому что отшельник прекрасно понимает, как он может сделать эту работу, потому что он знает себя, он знает работу, и он знает, как он может сделать эту работу. Для этого нужно хорошо знать себя. Тебя нужно сначала изучить. Чтобы хорошо изучить и понять себя, ты должен не общаться с людьми о том, какой ты прекрасный, либо какой ты дурак, а сесть и самому понять, что ты умеешь, что у тебя получается хорошо на практике.
Еще раз напомню, эта карта скорее земная, скорее практичная, активная карта. Аутизм. Аутизм это такой вот скорее минус, это чрезмерное погружение в себя. Пожалуйста, вам назначение уже перевернутых карт, это уже такой слишком глубокий уход в себя, слишком глубокий отказ от социализации, это вот аутизм. Помощь. Человек, который хороший отшельник, он знает, что он может сделать для других людей. Поэтому он очень часто предлагает свою помощь разумно, если он предлагает свою помощь в том, что он понимает. А если он отшельник, который думает, что он очень хорошо знает все, то он начинает раздавать советы такие, как бы обо всем вокруг. Хороший пример — Александр Григорьевич Лукашенко. Да? Я вот как бывший житель Беларуси прекрасно знаком с тем, что он в какую бы сферу его не погрузили, да, вот он приехал на ферму. Он самый главный специалист по коровам. Приехали там на какую-нибудь молочную фабрику, он самый главный специалист по тому, как сыр делать. Приехали там на какой-то завод, он начинает всем рассказывать, что я это хорошо знаю, я это вот тут, вот мне тут рассказали, я столько всего про это узнал, я вас сейчас тут всех могу научить. То есть он знает все лучше всех, да, но это тоже бывает очень часто в минус. Невозможно хорошо знать все, поэтому человек, который выдает свое веское экспертное мнение по всему на свете, чаще всего ошибается. Это отшельник, который думает, что он осознал истину, хотя он так по верхам плавает. Это скорее перевернутое значение. Узкий специалист, эксперт, это и в прямом, и в перевернутом положении карты может значить человека, погруженного в одну тему. Очень часто это бывает полезно, но если он слишком погружен только в одну тему, да, допустим, может чинить только, я не знаю, Мерседесы. А вот Audi чинить не может, потому как он чинит хорошо только Мерседесы, от того, что он всю свою жизнь чинил только Мерседесы. А в Audi даже и не заглядывал. Это чрезмерно узкий специалист. Тоже карта может быть перевернута. Вот. Эксперт. Ну, эксперт, как бы, собственно, тут понятно. Доктор, он еще цудовный. Да-да-да. То есть он еще и советы по здоровью может раздавать. Там, вот это совершенно верно, да. Что-то есть такое. Вот. Читала, что фонарь, звезда, в нем намек на 17-й аркан звезда. И отшельник ищет эту путеводную звезду не для других, а прежде всего для себя. Поиск смысла собственного пути. Кто я в этом мире? Да, вполне может быть. Почему? Потому что, смотрите, ну, если мы берем зодиак, допустим, да, то карта отшельник располагается, ну, скажем так, на стыке между 5-м и 6-м домом. Вот. Почему на стыке? Потому как я считаю, что четкие соответствия между знаком зодиака, между планетой, между астрологическим домом и между картой провести нельзя. Карта, она такая более расплывчатая, как бы, да? Это в астрологии, вот граница знака и все. Дальше уже как бы другое. Я же вообще считаю, что карта потихонечку, постепенно переходит из одного дома в дом, как бы так размазывается, перекрывается другими картами, то есть плавно перетекает одно в другое. Поэтому отшельника можно смело так растягивать еще на пол-5-го дома и чуть-чуть дальше. Вот. А напротив у нас таким же примерно образом растягиваются карты звезда, луна и... Ну вот звезда, луна — это небо ночное скорее. Да? Вот. И там уже идет понимание широты общества, вот всего этого множества звезд на небосводе, понимание того, что ты составляешь просто одну маленькую звездочку вот во всеобщем человечестве, да, вот отшельник и есть эта самая маленькая звездочка. Отшельник — это звезда в клетке, понимаете? Фонарь — это маленький божественный свет, который заключен вот в рамках телесного, как это, быта, да? Это божественный свет сознания внутри черепушки человека, да? Вот, то есть это божественный свет, который погружен в самый максимум, в глубины материального существования человека. То есть это предельно низкая точка, дальше падать некуда, дальше только вот бездушная, скажем так, камень, земля такая вот.
Бог, он там где-то, это высокая духовность. А тут у нас предельный такой быт суровый и, скажем так, ад земной, да? Глубокая погруженность в материю, скажем так. Вот такие дела. По здоровью тут приводят примеры. По здоровью я не скажу, я не затрагиваю в своей работе вопросы здоровья совсем, просто потому что считаю, что в этом лучше разбираются врачи, потому как современное видение здоровья, оно требует вот как раз отшельничества, погружения глубокого только в физическую сторону вопроса. Чтобы хорошо узнать, как действуют лекарства на тело человека, нужно знать очень много, очень глубоко. Поэтому либо ты хороший врач, либо совмещать это с каким-то рисованием, ну, в этом смысла нет, да, то есть у хорошего врача нет времени на что-то другое. Поэтому, скажем так, хорошо изучить медицину параллельно с картами Таро, ну, это такое себе, очень сомнительное занятие, поэтому я стараюсь разделять. Если у вас проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу, это будет самое разумное, что вы можете сделать. Хорошо, давайте продолжим по значениям. Хорошо, если мы берем финансы и имущество, конечно, в первую очередь это аскетизм, экономия, отказ от роскоши и прагматизм, потому как, Диоген, да, зачем нам лишнее, если оно только нагружает телегу, да, давайте мы вот лучше избавимся от всего лишнего, чтобы сэкономить. Человек, который хорошо знает, где он может, от чего он может отказаться без угрозы для собственного процесса. Функционализм. То есть, вы, наверное, видели, да, что-нибудь такое, что выглядит не очень, да, но работает хорошо. Вот зачем вот эта лишняя красота, лишнее украшательство тому, что хорошо работает и так. Например, скальпель, да? Красивый скальпель. Он, конечно, можно сделать красивый скальпель, если мы берем какую-нибудь викторианскую эпоху, да, где люди еще заморачивались красотой, да, то функционализм это скорее умение уйти от этой лишних украшений, потому что украшательство это дорого, это не функционально, это мешает основному процессу. У нас одно узкое значение. Скальпель должен резать, для этого он должен удобно лежать в руке и быть острым. То есть быть из хирургической стали. Все. Всякие розочки, цветочки на нем рисовать незачем. Частная собственность. Это вот не то, что общее. Да, это не коммуналка, это отдельное жилье, тем более свое, какой-нибудь особнячок. Это вообще идеально. Особнячок где-нибудь на отшибе, а еще где-нибудь в канадских горах, на берегу озера, чтобы никого людей вокруг. Песня. Вот я бы хоть сейчас, честно говоря. Главное, чтобы там интернет был хороший. Поэтому это скорее такое вот физическое, да, отказ от этих самых. Очень часто это и отказ от информации, потому как ты и так хорошо знаешь все, что тебе нужно. Поэтому, опять же, эксперт. Какой эксперт у нас по финансам и по имуществу? Там какой-нибудь финансовый консультант, банковский консультант, там какой-нибудь специалист по вкладам и прочее, прочее. Тот, который концентрирует свое внимание на одном узком аспекте деятельности финансов. Черная бухгалтерия. Очень часто такое бывает, потому как это погружение в себя, складывание где-то спрятать, но изредка у меня выпадает значение черная бухгалтерия, просто потому что чаще всего у меня черная бухгалтерия выпадает на какие-нибудь черно-белые карты, да, то есть там, где присутствуют две стороны, темная и светлая, допустим, высшая жрица, там черный столб, белый столб, там она прям прячет что-то в рукав, да, вот там скорее черная бухгалтерия. Но временами и на эту тему тоже, просто потому что обычный бухгалтер, не специалист, он делает бухгалтерскую работу, особо не заморачиваясь, что нужно показывать там в налоговой, что не нужно. Он просто выполняет свою работу. Хороший узкий специалист, бухгалтер, он знает, что можно показывать, что показывать нельзя, да, поэтому что нужно спрятать, что прятать не нужно. Это такое значение редко выпадающее. По действию с другими людьми, по действию и саморазвитию.
Сейчас пришло, ну, большая звезда в клетке, и вы сейчас это говорите. Отшельник, не умеющий высоко летать, ограничивает сам себя, своего рода консерватизм. А зачем ему летать? Ему летать незачем. Он, во-первых, и так в горах, он и так на вершине своих познаний, он и так, что, ну, мы с вами видим, да, что человек находится как бы где-то в горах, да, то есть сам фон карты подразумевает уход в горы. То есть, ну, в горах люди не очень жили, особенно в таких вот горах, как мы с вами видим, это скорее снежные вершины. Это там, где выживать сложно, поэтому людей там особо нет. Вот. Об этом мы с вами еще будем говорить в примерах фильмов, которые я сегодня собрал. Там много фильмов сегодня, они все интересные. Вот. Так что да, не то чтобы не умеющий высоко летать, ему не нужно высоко летать. Ему нужно под ноги смотреть, чтобы не упасть с этой горы. Понимаете, ему нужно смотреть на то, что он в руках держит. Ему в микроскоп надо смотреть, а не в горах, а не в облаках витать. В облаках витают те, кто смотрит в небо. А в небо смотрят у нас звездочеты, водолеи, астрологи, да, то есть. Вот, это 11-й дом. Вот там, где как раз самое звезда, луна, солнце, вот там. 11-й дом. Они видят в общем в целом, а отшельник видит частность, деталь. Поэтому по действию и по саморазвитию это погружение в себя в первую очередь, либо хорошо понять какую-то отдельную деталь характера человека другого, да, умение видеть что-то хорошее, вот и не замечать плохое. Общение с другими людьми по принципу, вот ты мне нужен по такому параметру, по этому параметру я с тобой общаюсь. Ты мне нужен как риэлтор. Мне не важно, кто там у тебя, семья, дети, там собака, машина поломалась или еще что-то там такое. Мы с тобой общаемся по работе. Все, у нас узкая тема. Риэлторство, работа, да, как продать дом, все. Кто ты там, что там у тебя по семье делается, не важно. Вот это отшельник, понимаете? Убирание всего лишнего. Ну, как отшельнику кажется лишним. Противоположная сторона рыбы, да, они такие обаятельные, они у тебя там спросят, что и как семья, как дети, как там собачка, как то самое, как ты новую машину купил, как ездит, хорошо ездит, ну молодец, да, вот, кстати, давай про работу тоже поговорим, мне нужно дом продать, да. Это не отшельник, это противоположность, это рыбы, это так вот в общем и целом обо всем. Тут же у нас скорее концентрация на чем-то одном. Поэтому это погружение в себя, в свои умения, в умение другого человека. Фокусировка, как я уже сказал. Самовоспитание, особенно если саморазвитие идет, это ты убираешь от себя свои лишние привычки, которые тебе просто не нужны, просто мешают. Отказ от чужих оценок. Мы с вами помним Одина, да, который вырвал глаз для того, чтобы увидеть одну точку зрения, да, погрузиться вот в фокус, да, сфокусироваться, прицелиться более точно. Когда целится, один глаз жмурит. Вот, поэтому, когда один глаз прижмурен, как у Одина, ты точно видишь то, что ты хочешь, ты точно знаешь. Вот, с другой стороны, по перевернутой карте это занудство, узость мысли, да, это вот концентрация только на своем пункте вида ситуации. Опять же, мелочность это погружение в детали, да. Как дева и бухгалтер скажу, что уходила с работы, когда видела чернуху, вот прям фу. Так что тоже думаю, вряд ли черная бухгалтерия. Ну, смотрите, другой вопрос, что дева у нас это человек, который видит детали, который видит правила в первую очередь. Потому что следующая карта у нас это что? Следующая, это вы чуть вперед забежали, да? Потому что следующая карта у нас колесо фортуны. Колесо фортуны это механизм действия. Механизм того, что происходит. Это, собственно, вот у нас отшельник это бухгалтер. А колесо фортуны это бухгалтерия. Ну вот. И если вы понимаете, как она работает, либо она вас устраивает, и вы вписываетесь в механизм этого действия, либо механизм этого действия, действие этого механизма вас не устраивает, и вы уходите. Так как девы хорошо знают правила, то есть хорошо понимают этот самый механизм, они понимают, что правильно, а что неправильно. Вот. Но, с другой стороны, дева там может быть разной.
Дева может решить, ну, как бы да, механизм ущербный, но лично для меня, с моей точки зрения, да, я вижу что? Я вижу выгоду. Неважно, крадет начальник деньги из налоговой, не крадет, если мне идет хорошая зарплата, с моей точки зрения, эта работа хорошая. А вот эти ваши высокоморальные вопросы, вот это фу, не фу, оставьте там рыбам, да? Поэтому можно сказать, что вы, когда привели пример того, что вот вам как бухгалтеру черная бухгалтерия неприятна, это значит, что вы дева, скорее всего, прокачанная. То есть, ну, развитая дева, которая видит не столько пользу для себя в зарплате хорошей, сколько еще и то, что вы своими же действиями наносите вред окружению, своей же собственной стране, да, своей же собственной налоговой, своей системе и прочее, прочее. Вот, это значит, что вы дева, которая прокачалась и познала вот истинную суть вещей, того, как работает бухгалтерия, зачем нужны налоги. А бухгалтерия это что? Это налоги, конечно. Да? Вот. Вот. Надеюсь, я прокомментировал ваше замечание. Чуть-чуть его развернул и пояснил. Вот. В тюрьму я не хотела просто... ну значит вы все-таки правильная дева. Это дева, которая заглядывает вперед по рыбам. Логично, разумно. Роман, ну все же, отшельник аркан движения энергии? Мне кажется, нет. Внутренняя энергия да, а во внешнем плане нет. Да неважно, где движется энергия. Энергия идет из глубины наружу всегда. Понимаете? А энергия, которая находится в человеке, она появляется из его желаний. Желания могут быть спровоцированы внешним окружением, но энергия всегда появляется из желания человека что-то делать. Потому что энергия и есть желание, это огонь. Огонь это освобождение внутренней энергии наружу. Когда горит дерево, оно освобождает энергию, которая заключена в химических связях древесины, и освобождается в виде тепла. Ваши действия, ваша энергичность не от того происходит, что вы где-то в розетку 2 пальца вставили, вас встряхнуло и вы начали что-то делать. Вы что-то делаете, потому что вам хочется что-то делать. А вот почему вам хочется это делать, там есть разное. Там деньги, мораль, любовь, что угодно. Там голод, секс, что угодно вас может спровоцировать на выброс этой вашей личной энергии. Поэтому, скажем так, отшельник это понимание того, как эта энергия из вас начинает выходить. Понимание того, что заставляет вашу личность действовать, что приводит в движение ваше личное колесо фортуны, ваш маятник. Да? Вот сначала отшельник должен понять, где у этого робота кнопка и как нажать. Да? Вот. Вот такие дела. То есть состоится поездка. По отшельнику скорее нет, чем да. Правильно? Контекст. Должен быть контекст. Отшельник это правильное планирование поездки. Это понимание, зачем вам эта поездка нужна и надо ли ехать вообще. Вообще, если брать очень плоско, то этот человек не хочет ехать никуда. С другой стороны, отшельник, он в движении. Это Один, который постоянно путешествует в поисках познания истины. Понимаете? Отшельник это командировочный. Понимаете? Это тот, кто без домашних удобств едет где-то в купе поезда, да, в командировку и довольствуется малым. Поэтому такое вот. Зависает видео. У меня все нормально. Это YouTube что-то опять глючит. Либо YouTube, либо у вас там в России опять начали это YouTube глушить. Скорее всего. Карантин. Да, карантин, пожалуйста, да. То есть, если у вас был карантин, это хороший способ, чтобы погрузиться в себя, понять себя, познать себя истинно. Вот. С другой стороны, да, это узость мысли, это занудство. Если человек глупый, то он наедине сам с собой особо ничего и не поймет.
Да? Вот, поэтому, чтобы стать хорошим отшельником, нужно иметь как минимум какую-то информацию, чтобы ее обрабатывать, нужно иметь. Понимаете? Ну вот. По эмоциям и по личной жизни. Да, эта карта не очень хороша для эмоций. Просто потому, что когда человек начинает что-то понимать, что к чему, вот, он начинает действовать мелочно, занудно, как-то он начинает действовать прагматично, да, из этого уходит душа, из этого уходит эмоциональность. Это, скажем так, прагматичные действия. Это некоторая закрытость от другого человека, просто потому что ты решил, что так нужно, так будет правильно. Отказ от того, что тебе мешает. Эмоции очень часто мужчинам мешают делать то, что им нужно. Допустим, какую-то работу, да, либо что-то еще. Но эта карта в значениях очень часто выражает просто желание побыть одному, чтобы разобраться вообще. Вот эта фраза «давай пока побудем поодиночке», да, мне хотелось бы остаться одному там, или одной, чтобы обдумать вот некоторое время, да, давай поживем раздельно, это вот эта карта. С другой стороны, если человек после этого понял себя, ощущение того, что тебе очень не хватает того, от чего ты отказался, может подстегнуть человека понять, что ж тебе на самом деле дорого. Что имеем, не храним, потерявший плачем. Вот если вы, потерявшие отношения с другим человеком, начинаете плакать, значит вы по отшельнику хорошо понимаете, как вам одному хорошо без этого человека, либо плохо без этого человека. Поэтому эта карта осознания своих истинных желаний по отношению к другому человеку. Вот. Перевернутое это, конечно, так себе, а прямое это когда вы дали человеку побыть одному, чтобы он определился со своими желаниями, и он осознает, что да, мне одному плохо, мне нужно быть все-таки с тобой. Это когда отшельник начинает понимать следующую карту «Колесо фортуны». Правильный отшельник всегда понимает колесо фортуны, просто потому что оно там идет следом за ним. Вот. Как он может раздавать советы и помогать своими знаниями, если он один? Ну, в раскладе-то он, как правило, не один. В раскладе-то он, как правило, взаимодействует. Отшельник — это любой человек, хорошо что-то понявший. Сейчас мы с вами на примере фильмов хорошо покажем, как отшельник может быть один и не один. Да? И как он может быть в... Ну вот, Светлана, вы спросили, как он может раздавать советы, если он один. В физическом смысле, если рассматривать карту, да, он один. Но человек может быть один не в физическом смысле. Он может находиться в одиночестве, он может ощущать одиночество, при этом находиться в толпе. Понимаете? Быть непонятым, скажем так. Иметь только свою точку зрения. Это человек, который имеет только свою точку зрения, не опираясь на мнение большинства, скажем так. И в толпе можно иметь свое личное мнение. Понимаете? Вот. Хорошо, по эмоциям закрытость, свои желания, человек, который хорошо осознает свои желания, понимание себя, в первую очередь, об этом я уже сказал, помощь другим, так как это шестой дом, работа с пониманием того, что вот ты что-то понял, ты можешь светить другим своим собственным божественным светом. Поэтому это самоотдача, но и одиночество, без которого как нельзя обойтись в понимании своих собственных желаний. Хорошо, вот так вот. Вот так вот у нас. Когда ты один, одиночество это или свобода, каждый решает сам. О, это прям цитата из «Контакта», да? Ну хорошо, хорошо, да. Хорошая цитата. Там же есть разные цитаты, есть хорошие, есть плохие. Ну давайте самое веселое. Я знаю, что вам нравится эта тема. Во-первых, про эту самую, про Прозерпину, Золушку. Мы с вами уже говорили. Да, это тот, кто погружен в процесс разбирания зерна. Это зерно сюда, а это зерно сюда, это зерно сюда, это зерно сюда. Да, это понятно. Опять же, она бедная была. Да, и ей многого-то и не надо было. Это она принца отхватила потом, как бы случайным образом. Это ей фея насоветовала. Вот. Есть еще одна маленькая девочка-дюймовочка.
Я вот забыл сюда повесить картинку, но ее как бы сосватала жаба, сосватала в замужество к кроту, а крот это подземное существо, Аид. Аид, кстати, он хранитель подземных богатств, да, поэтому как бы крот там же был богатый, он там, ну что, кроты, посчитаем сегодня наши запасы, и они там начинают считать на этих счетах. Это вот такие вот аиды над златом чахнут, да. Вот, и, кстати, она наведывалась к ласточке, да, что мне там с матушкой надо увидеться. Ну ладно, иди к матушке, говорил крот, как бы, вот тот же самый Аид, та же самая Прозерпина, да. Из современных сериалов Один, характер Одина великолепно раскрыт вот в этом новом американском сериале «Американские боги». Он, к сожалению, этот сериал закрылся. 3 сезона вышло. Один скучнее другого, но первый сезон великолепен. Первый сезон хорош, во втором так занудновато чуть-чуть, третий уже получше. Вот там и интересно про богов, и интересно про некоторые аспекты их характеров. Несмотря на то, что очень развита тема афроамериканских меньшинств, и меньшинств просто. Вот прям очень развиты две эти темы. Ну, это Netflix, там положено. Вот. Сам сериал годный. Я советую посмотреть просто по фану. Это, ну, хорошо. Они очень здорово сделали Одина, здорово сделали других богов. Где-то накосячили, но тем не менее, само ощущение, что такое бог, дали, ну, такой вот, как бы интуитивно человечески понимаемый бог, да, то есть человек, бог с человеческим характером, там боги интересно очень показаны. Вот, образ отшельника, бродяжника, который ходит вот по всему Средиземью, впутывается во всякие дела, при всем этом много всего знает, что-то умеет, всегда поможет советам, всеми считается мудрым и уважается всеми, при всем том, что у него нет своего дома, но он везде в гостях, он помогает другим. Это, конечно, Гэндальф, да, из «Властелина колец», из «Хоббита». Великолепная книга, неплохой фильм, скажем так. Вот, образ Гэндальфа — это тот самый мудрец Один, который пытается что-то сделать, пытается найти истину, пытается помочь другим, но такой как бы хороший Один, да, не эгоистичный Один. Александр Конусов эти лекции про мифы и астрологию, трактовки в курсах и обучениях дают, и не бесплатно. Ну, так это как бы все это есть в открытом доступе. Что на этом деньги-то делать? Я не знаю, зачем они все это платно дают. Ну, разве что тем, кому лень все это дело и изучать, я могу, в принципе, вам открытые лекции все это показать, пожалуйста, смотрите. Саша подача посмотрела «Американские боги», не пожалела. Годный сериал, годный. Как принцип отшельника, человек, который живет один, добивается всего сам, экономит на всем, при всем этом обладает знаниями для того, чтобы сделать что-то вот научное такое, да, отличный, вообще просто красивый фильм, интересный, с завораживающим сюжетом, держит до самого финала. «Марсианин» с Мэттом Дэймоном. Отличная фантастика. Можно цепляться к мелочам, но это не важно. Фильм годный. Вот что происходит с человеком в одиночестве, если он знает, как что нужно сделать. То есть хороший, правильный отшельник, он один в поле воин. Он и сам что-то может сделать. Вот, то есть он там выживал на Марсе один, все остальные погибли, улетели, да. Вот, улетели вернее. А он вот остался один. И выживал там сколько, год с лишним на подножном корме, которого на Марсе-то по сути нет. Но как-то выжил, использовал то, что было у него. У него лишнего ничего не было. Он все использовал с умом. Отличный фильм для того, чтобы проникнуться атмосферой отшельника, да. Вот, как человек может надеяться, рассчитывать только на себя. Великолепный образ отшельника — это, конечно, Шерлок Холмс. Потому как Шерлок Холмс — это метод дедукции. Кстати, вот Артур Конан Дойль
описал его метод как метод дедукции, но, по-моему, это все-таки индукция. Я не помню точно, что там значит индукция, что дедукция. Имеется в виду, что один процесс — это погружение в детали, а противоположный процесс, индукция, это умение видеть целое. Да? То есть либо в точку, либо из точки. Это как смотреть в микроскоп, либо смотреть в этот самый в телескоп. Это разные процессы. Например, индукция и дедукция присутствуют в познании, в мироощущении у девы и противоположного знака рыбы. Девы видят мелочи. Они из мелочей потихонечку складывают всю картину мира. Лишнее просто убирают, чтобы не мешал. Вот. А вот рыбы наоборот. Они видят сразу все целиком, а потом же начинают как-то все это разделять на детали в попытках понять, что это они такое видят. Например, если вы видите лес, да, если вы видите сначала лес, потом понимаете, что это что такое вот большое состоит из множества деревьев, потом вот эти деревья такие, они вот такими вот, это как елки и сосны. Это значит что? Это значит хвойные. Ага, вот это дерево, это елка. Значит, это елочный лес, да, либо там хвойный лес. А девы, Шерлоки Холмсы, они видят как? Они сначала видят иголку. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Они видят, ага, еще. Много иголок, еловая лапа. Еловая лапа — это ветка. Ветка, где она вот на дереве. Дерево какое? Ель. Рядом что? Еще одно дерево, тоже с иголками, тоже ель. Еще одна ель, еще... так это мы в еловом лесу. Вот умение как бы увидеть из отдельных деталей. Общее, как видел Шерлок Холмс, он по отдельным вот этим мелочам, он собирал картину в целом. А доктор Ватсон, он рыба, да, он описывал историю ярко-красочно для читателей журнала, да. Вот, он не видел этих мелочей. Мелочи видел вот, как правило, лишенный эмоций. Ну как, не совсем лишенный эмоций. Он тоже был влюблен, но у него были проблемы с девушками. Если он влюблялся в девушку, у него там все валилось, как бы сходило с ума. Да? Вот. То есть правильный специалист, он должен убрать все лишнее. Шерлок Холмс по мифам, да, по рассказам, он как бы не знал даже, что Земля вращается вокруг Солнца. Говорю, да? Серьезно? Я говорю, да, а ты что, не был в курсе? Он такой, а зачем мне это знать? На практике мне это не помогает никак. Он знал, как там след, как там то, все, пятое, десятое, он эти мелочи. А то, что там Солнце вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца, либо наоборот, ему это незачем, это лишнее. Он это все, ему важно было вот погружение. Метод индукции или ошибка, или авторское допущение. Ну да, наверное. Может быть так. Так, что там пишут чуть-чуть попозже, глянем, там какая-то тема интересная, ну так позже. Вот, поэтому Шерлок Холмс отличный пример отшельника. Отличный пример. Кстати, отличный пример веществ. Потому что Шерлок Холмс, он сидел на опиуме, очень серьезно, да, именно потому, что он ему помогал сосредоточиться, сфокусироваться на одном и дальше как что-то там такое. То же самое, зачем он играл на скрипке, он таким образом мыслил. Он сосредотачивался в процессе расшифровки ошибки. Образ сумасшедшего ученого, который живет удаленно где-то там в гараже, без семьи, не такой, как все, при всем этом делает какие-то погруженные странные штуки, которые позволяют что-то делать необычное и нестандартное. Причем делает он это не для себя, а вот для главного героя, либо там просто потому, что ему прикольно что-то сделать, интересно создать машину времени. Да, вот он слепил из того, что было, слепил эту машину, сделал так, как это самое. Вот, образ такого вот сумасшедшего ученого, это тоже отшельник. Да, это какой-то узкий специалист, как правило, сконцентрированный на какой-то сумасшедшей идее, сфокусированный в одной идее, маньячно. Кстати, очень много маньяков среди дев. Среди дев и среди рыб. От того, что это как бы одна линия, там,
Мы позже с вами будем рассматривать разницу двух этих знаков и будем видеть, что это, в принципе, одно и то же, просто две стороны одной монеты. Рыбы — это замаяченность, да, это сконцентрированность на одной идее, а девы — это погружение в точку. И когда это все срабатывает вместе, часто не очень хорошо получается. Доктор Хаус тоже как вариант. Доктор Хаус, он... нет. Смотрите, Доктор Хаус был high society, высоко социализированный, да, он общался с людьми. Он, конечно, там скорее симбиоз Девы Рыба и Водолей Лев. Ну, вот эти две линии одна, и рядышком сразу же идет вторая линия, да? Вот, где это у нас? Сейчас я вам покажу. Чем мне нравится эта программка? Тем, что можно всегда вот выйти в основной файл презентации. Вот рыба, дева, да, одна линия. Видно, надеюсь, да. И вот вторая линия водолей, лев. Вот лев это делает то, что ему хочется, а водолей это делает ради людей. Рыба делает в общем. Причем это зацикленность на чем-то одном, да, и дева это сфокусированность в одном. Когда зацикленность и сфокусированность, да, скипуются вместе, да, как бы, вот, то выходит такая тема, что человек подсаживается на одну идею и становится маньяком своего рода. Может подсесть на наркотики, потому что они дают ему определенные ощущения, которые хочется продолжить, и он думает только об этом, убирает все лишнее, продает все из дому, лишь бы сесть на дозу, да. Поэтому, пожалуйста, не только врачи могут концентрироваться на одном, не только ученые погружаются в что-то одно. Отшельник, он может быть и антисоциальный элемент, выпавший из общества. Бомж. В прямом смысле слова бомж может быть. Это тоже отшельник. Вот, только не в поисках истины, а потому что ему вот не хочется этим всем заморачиваться. Вот, так вот, Доктор Хаус, он скорее водолей. Он деятельный товарищ, он, ну да, ближе к рыбам, но все-таки водолей. Он работает сознанием, он работает умом, мозгом. Он заставляет других людей делать то, что они не хотят. Делает это как-то по-хитрому местами. Маньяки. Да, маньяки. А что, по статистике, но эта статистика не очень ее любят ученые, потому как объяснить не могут эту статистику. Это такая скорее астрологическая статистика. Среди рыб очень много маньяков, убийц, преступников и среди дев тоже. Только девы, они как бы лучше порой просчитывают возможность сесть в тюрьму, да? Поэтому как бы так вот порой так не очень аккуратнее действуют. А рыбы очень часто вот на запале, на этой своей зависимости очень часто зависают в преступности, выпадают из реального мира. Хорошо, давайте вернемся к фильмам, да, то есть вот такой образ сумасшедшего ученого, который живет без семьи, без нормальной одежды, без денег даже порой и сконцентрирован на чем-то одном. Вот, пожалуйста, еще один отшельник. По поводу маньяков, пожалуйста, да? Кто скажет, что за фильм? Знаете? Нет? Видели? Помните? Узнаваемый очень кадр, и девушка очень узнаваемая, и актер просто шикарен, фильм великолепен. Я сколько смотрел, ну, фильм, честно говоря, там в конце чуть-чуть, как мне кажется, как мне видится, несколько исказили основную идею. Зюскин, да. Как подсказка, Патрик Зюскин, автор книги, по книге написано, снят фильм. Фильм шикарен. Вот. Ну, я не знаю, либо в Ютубе парфюмер. Совершенно верно. Фильм визуально шикарен. Это просто шедевр. Когда в кинозале, особенно если смотреть, сидишь, ты ощущаешь прям все эти запахи. Вот запах рыбного рынка этого, да, вот эта вонь такая прям через экран идет. Порой ты прям чувствуешь ужас от того, что там происходит, либо наоборот ощущаешь, как прекрасна вот та девушка, да, и понимаешь, почему этот маньяк, а он же был
маньяком, он был сконцентрирован на том, чтобы создать идеальный, единственный запах, который позволит любить, да? То есть это очень философский фильм и очень философская книга, и он пытался сконцентрировать, собрать с тел девушек запах любви, да? Почему их так любят? Он пытался все это сделать через запах. И был момент, где он ушел в горы, в пещеру и прожил пару лет в пещере именно потому, что в горах самый чистый воздух. Там высоко в горах нет запахов. И он жил в этой пещере, где не было никаких запахов именно от того, что он хотел уйти от всех этих запахов, они ему мешали. Он очень остро ощущал запахи, да. Вот, и вот там же он создал вот квинтэссенцию того, как вот собрать с чего угодно запах чего угодно. Шикарный фильм, и вот этот образ отшельника не такого, как все люди, которые глубоко погружен в какую-то тему, в один аспект жизненный, только в запахе, только в одно чувство, да, он все видел через одно. И по итогу-то все, чем кончилось, он хотел раствориться в мире, да, чтобы мир его принял полностью. Ну, по сути дела, там, я не буду делать спойлеры тем, кто не смотрел это кино. Шикарный фильм, всем советую. Он такой временами, ну, по-девски такой жестковатый, просто потому что, ну, а чё, жизнь как жизнь, нормально. Вот, очень советую фильм к просмотру. «Парфюмер». Снят по роману Зюскин, да. «Парфюмер». В России он проходил под прокатным названием «Парфюмер» или «История одного убийцы». Так вот очень плоско, как бы, но тем не менее. «Парфюм», «Парфюмер». Шикарное кино, шикарный образ. Другой шикарный образ, но уже такой, скорее, человека, который раскаивается в своей ошибке и служит другим. Образ такой, вот там совмещение и старца, и юродивого. Абсолютно великолепный фильм Павла Лунгина «Остров». Шедевральный фильм. Петр Мамонов там сыграл ошеломительно, просто Сухоруков тоже, как настоятель этого монастыря, собственно, весь монастырь, там все отшельники, да, просто некоторые отшельники, они такие нацелены на себя, а другие на общество, на людей. Ну, это надо смотреть, это даже сложно описать, это вот художественное произведение, чем и хорошо, оно передает эмоции. Человек может непосредственно ощутить то, что ему показывают. Без всех этих лишних слов, да, что я вам тут говорю, просто посмотрите фильм Павла Лунгина «Остров», вы поймете лучше отшельника. Погружение в себя, погружение в свои ошибки, понимание того, как оно работает. В одной из сцен персонаж Лунгина, персонаж Мамонова, да, этот вот старец, он снимал с настоятеля сапоги и сжигал. Потому что настоятель монастыря в какой-то момент показал, как ему нравятся эти сапоги, какие они хорошие, теплые, как здорово, вот что у него есть эти сапоги. Отшельник тут же сжег эти сапоги, просто потому что посчитал, что таким образом настоятель поддается слабостям жизни, комфорту. Настоящий святой человек, он должен думать не о себе, не о своих собственных ногах, а о Боге, скажем так. Правда, тут вот смешан несколько образ юродивого и старца. Это как бы две разные темы. Отшельник — это скорее старец. Юродивый — это скорее человек, который ведет себя неразумно, как маленький ребенок, который просто делает, что он хочет. Захотел что-то сказать, он ляпнул. Поэтому тут скорее образ сочетания двух противоположностей. Мудрый старец и безумный юродивый, как ребенок, да? И у нас мудрый старец, он, конечно же, где? В Деве, в 6 доме. А вот этот юродивый, который как ребенок делает то, что он хочет, и свободен от всех норм морали, да, это рыбы, это 12-й дом, это солнце и страшный суд, где человек просто освобождается от каких-то рамок, от каких-то норм. Вот. Шикарный фильм. Павел Лунгин «Остров». Обязателен к просмотру. Очень, очень нужен. Вот такие философские темы, как бы, да.
Ну и напоследок я вам оставил такой артхаус. Задубевший до смерти в монастыре отшельник немного сможет думать о Боге. Ну, просто посмотрите фильм. Вы поймете. Из меня так себе рассказчик, поэтому такой фильм пересказать нельзя. Его надо смотреть. Поэтому Владимир Ильич Ленин, который говорил, что важнейшим из всех искусств для нас является кино, вот он далеко вперед смотрел. А то, что кино, оно в самом деле воздействует на мышление человека волшебным образом, давая напрямую передавая ему эти эмоции. Причем очень активно передавая ему эти эмоции. Нужно просто смотреть правильные фильмы. Например, мой, наверное, самый любимый мой фильм вообще из всех — это «Фонтан». И понимание поиска истины тут как раз и происходит из того... Вообще его описывать, «Фонтан», это очень сложно. Образ отшельника, который летит к познанию чего-то сквозь звезды, да, к туманности Шибальба, где мертвые обретают вторую жизнь. Звучит дико, конечно, да, но вот там тематика отшельника звучала очень круто, очень артхаусно. Даррен Аронофски, «Фонтан». Обязательно посмотрите. Там 3 сюжетные линии. Они достаточно условно сюжетные. Первая — это испанский конкистадор, который ищет древо жизни, которое дает бессмертие тому, кто вкусил его сок. Для того, чтобы привести этот сок своей королеве, к королеве Испании. Вот. И, собственно, находится в поисках этого древа. Вторая сюжетная линия — это как врач ищет лекарства для своей жены, которая очень серьезно больна. И третья сюжетная линия, как некий человек летит на космическом корабле, который создан, является деревом, умирающим деревом в пузыре, летит сквозь звезды к туманности вокруг умирающей звезды Шибальба, да, чтобы понять смысл всего происходящего. То есть там столько философии, там очень крутое кино. Его очень сложно понять, но понимать его не надо. Его нужно просто смотреть. Это, наверное, самый лучший фильм из всех, которые я видел. Я его много раз пересматривал. Это очень круто. Это вот ощущение того, что человек познает наедине с самим собой. И для этого он должен погрузиться на самую глубину в себя, в познание смерти и всего такого прочего. Описывать это сложно. Вот. Но это намек на то, что следующая карта у нас — колесо фортуны. А это мировое мироустройство, скажем так, потому что колесо фортуны нам показывает, как устроен этот мир. Это механизм вращения всего вокруг всего. Вот. И в том числе это и древо жизни, и тот же самый мировой ясень Игдрасиль, который просто показывал, как устроен мир. Да, вот нижние ветви, там живут холодные великаны, верхние ветви, там живут боги. И срединный мир Мидгарда, где живут люди, да, то есть пол — это наше, подземное — это там, где черти, демоны живут, и верхние — это там, где живут боги, да. Вот, это мироустройство, и человек, там есть фраза вот из майянских мифов, что жил да был первоотец, самый первый человек, и принес он себя в жертву во имя мира. Тогда его тело стало корнями, которые разрослись и образовали землю. Его душа, став ветвями, поднялась вверх, а образуя небо, голова получилась высоко в небесах. Это и есть Шибальба. Звезда познания как жизни, смерти, истины и вообще всего. Звезда вечной жизни, так скажем. Так вот, человек, который первоотец и принес себя в жертву, сам себя принес в жертву, Один, приковав себя к мировому древу своим же собственным копьем, сам себя принес в жертву. Но
почему он это сделал, мы с вами поговорим на следующей лекции. Ну, может, не на следующей, на лекции, которая у нас будет посвящена тому, как Солнце и Judgment — это правосудие, да, либо судный день, показывают, что такое рыбы, что такое Нептун, что такое Юпитер, как это все вместе работает, и как девы и рыбы — это по сути одно и то же, просто две стороны одной монеты. И как вообще Бог, Один, мог принести в жертву сам себя, самому себе, и зачем он это сделал вообще. Вот. Вы посоветовали сериал «Папа молод». Ну, вот, собственно, на этом у нас такая вот рассказ сегодня опять длинным получился, опять 2 часа, извините, простите, я не хотел случайно. Получается всегда, просто, ну, много чего можно сказать, вы сами видите. Вот, так что, вот, так, по вопросикам что там. Советовали сериал «Папа», молодой папа, посмотрела, также посмотрела сериал «Новый папа», просто супер сериал, спасибо. Я, честно говоря, новый папа не смотрел. Вот про молодого папу я глянул. Ну, в смысле, имеется в виду Папа Римский. Те, кто не знает, это какая там у нас карта предыдущая, да? Нет? Нет, не помню. Где-то у нас присутствовал там Иерофант, что ли, да? Да, совершенно верно. Вот в Иерофанте у нас речь шла о сериале «Молодой папа». Да, хороший сериал. Он очень такой тоже слегка артхаусный, интересный, о вере, об истине. Хорошо, круто. О новом поколении, о том, которое сменяет старое поколение и прочее, прочее. Хорошо, хороший сериал. Вот. А что там у нас? Кстати, роман тоже рыбы. Как учитель, такие ученики. Ну, наверное. Если я ничего не понимаю в астрологии, то мне это просто режет слух, еще больше меня запутывает. Ну, значит, не ваши. Есть каббала, и есть некоторые рассматривают карты Таро с точки зрения каббалы. Есть люди, которые рассматривают карты Таро с точки зрения рун, нумерологии, алхимии. Вот, есть те, кто просто говорят, вот эта карта значит это значит это. Я как-то видел видюшки, там за час девушка умудрялась рассказать все обо всех картах Таро. Это, конечно, высший класс, уровень, да. Нам до такого расти и расти. У нас, видите, я очень медленно могу рассказывать о картах Таро. Вот, не так быстро, как вот та девушка. Поэтому, если кому-то не по вкусу астрология, значит, это не ваше. Все. Роман, ну у бомжей часто есть психические отклонения. Ну да, часто. Некоторые сознательные, ну мало кто сознательный. Так я же и не говорю, что бомжевать это правильно. Вот, девы, они бывают правильные, бывают неправильные. Отшельники бывают правильные, бывают неправильные, да. Отказ от всего того, что тебя тяготит. Ну вот кого-то тяготит, там, я не знаю, зубы чистить по утрам. Ему это кажется лишним. И он отказывается от этого, потому что считает, это лишнее занятие в моей жизни. Зачем мне зубы чистить? Они мне и такими нравятся, да? И все. Вот это тоже отшельник. Но это отшельник, который не видит того, что это не нравится другим людям. Поэтому это скорее такой не прокачанный, неправильный отшельник. Поэтому бомж — это, конечно, неправильный отшельник. Правильный отшельник — это Диоген. Сознательный бомж, который, тем не менее, как бы, ну, я уверен, что физическое свое состояние он поддерживал в порядке. Простите за незнание, такую программу реально приобрести. Если вы про презентационную программку Прези, я пользуюсь бесплатной версией. Просто забейте в гугле презентация Prezi. Prezi по-английски, там Z, да, собственно. Все, вам выдаст версию, можно скачать и пользоваться бесплатно. Там есть и платная версия, но платная версия мне незачем.
Я как бы... Там в платной версии разница в том, что можно как-то конвертировать в PDF. Можно как-то там заметки докладчика еще давать, да, то есть вы с одного экрана читаете, да, а люди думают, что вы из головы. Видят только то, что вы им показываете, а то, что вы читаете, не видят. У меня все, что я читаю, у меня в голове, ну, то есть, что я не помню, вы тоже видите на экране. Вот, весь текст, который я вам произношу, какие-то цитаты, они вот на экране присутствуют. Вот. Не торопитесь с выводами, по возможности просмотрите запись несколько раз, и все станет на свои места. Желаю удачи. Ну, каждому свое. Кому-то нравится, кому-то нет. Александр, значит, не ваш учитель. Это неплохо, не хорошо. Угу. Вот. Еще год назад я не могла слушать лекции одной школы, не входила. А сейчас просто песня. Да, опять же, нужная инфа приходит с пониманием того, что это за инфа и прочее, прочее. Поэтому... Александр, Роман анонсировал, что он не дает трактовки для заучивания. Его метод «прочувствую карту». Если вы прочувствуете отшельника как самого себя, то вы сможете ответить на любой вопрос клиента. Ну, типа того, да. В общем и целом можно сказать, что и так. Просто прочувствовать я предлагаю карту с помощью вот этих самых мифов. С помощью того, что я объясняю, что такое суть карты отшельник. Вот. А значения, какие они приобретают в раскладах, это там уже нарабатывается с опытом. Причем у разных людей нарабатываются порой несколько разные значения. Вот, поэтому заучивать вот так вот просто на автомате, что эта карта значит это, эта карта значит это. Но это будет очень узкое, это очень однобокое видение карты будет. И как бы если отшельник это, ну скажем так, человек в одиночестве, да, если по работе вы делаете расклад, к вам приходит человек, вы смотрите карты, там, как он относится к работе. Отшельник. И сидите и думаете, это потому что он одинокий, да? Это что, у него нет семьи, да? Значит, он будет все время на работе работать, домой спешить не будет, значит, нормально. А потом выясняется, что у него есть семья, причем очень большая семья. И на работу-то он убегает именно от того, чтобы поработать спокойно, побыть в одиночестве от этой семьи. Понимаете? Когда вы понимаете суть карты, вам эти значения, они сами приходят во время каждого расклада. Вы просто видите суть этой карты, и вы понимаете, как она в этом раскладе раскрывается уже по-своему, по-новому. Я отказалась от чистки зубов и стала часто видеть стоматолога. Благо это было в 5 лет. Ну да, вот вы отшельника прошли в 5 лет. Не забываем ставить лайки. Спасибо большое, Оксана. Но YouTube что-то в последнее время лайки эти срезает активно. Ну, да, это иск. Подскажите, а с какого папы лучше начинать смотреть? Сериал называется «Молодой папа». Вот. А вообще, с какого папы лучше начинать смотреть? Если загуглить в гугле, да, то там прям по сериям. Потому что я могу забыть, допустим, а Google помнит все. Как отражается отшельник в девятках картах младших арканов? Как-то, наверное, не знаю. Надо глянуть младшие арканы. Мы сейчас старшие арканы рассматриваем. Дело в том, что это две разные системы. И они, ну, скажем так, совмещены вместе достаточно искусственно. Вот. То есть нельзя сказать, что создавали старшие арканы и младшие арканы одновременно. Если вы посмотрите мои лекции по интенсив-курсу, есть в этом самом на канале есть, по-моему, плейлист, который так и называется «Интенсив-курс по Таро», если я не ошибаюсь. Поройтесь на канале, там первая лекция. Она как раз рассказывает историю карт Таро. Вот. И показывает, что старшие арканы и младшие арканы это как бы две разные колоды, которые для разного были нужны. И по сути, собственно, карты это, конечно, младшие арканы.
Просто к ним потом прикрутили еще старшие арканы как философскую систему. Вот, и таким образом они как бы своим светом осветили еще и младшие арканы в несколько таком философском ключе. Но философии младших арканах гораздо меньше. Там есть десятиричная система, которая, в принципе, такая, ну, очевидная для всех людей, для простых. Потому что 10 это просто 10 пальцев. Это понятно всем. Да? Нормальным людям им интуитивно понятна цифра 10. А вот цифра 12 и вообще почему дюжина имеет такое значение в какой-то другой жизни человека, да? У шумеров была распространена 12-ричная система исчисления, потому что шумеры все привязывали к каким-то более высшим философским жизни утверждающим понятиям, да, к астрологии своей шумерской. Там 12 месяцев, 12 знаков зодиака, собственно, от шумеров это дело и пришло. 12 часов у нас почему? Почему не разделить сутки на 10 часов? Так же ж удобнее. Вот первый час, второй, третий, четвертый, 10 часов. 10 часов, все, сутки прошли, да? Почему 12 и 12? У нас же не по 6 пальцев, да? Вот. Поэтому, как бы, десятиричная система младших арканов это скорее социум. Вот. А старшие арканы это мироустройство. Это философская система видения мира. Мировоззренческая система. Конечно, они сочетаются как-то в реальной жизни, и мы пользуемся и тем, и тем. Но вот прям такая высокая, глубокая философия, как и мифология, присутствует в первую очередь в старших арканах. Потому как на изображениях старших арканов в средневековье знать учила свою молодежь, ну как знать. Нанятые учителя-философы учили элитную молодежь вот тому, как все устроено. А младшие